Вы когда-нибудь мечтали о собственном бизнесе? Вот ваш шанс. Сегодня я расскажу вам, как превратить ваше присутствие в социальных сетях в прибыльный стартап. Узнайте о многомиллиардной индустрии, частью которой вы тоже можете стать. Ну а в конце ролика рассказ, как получать пассивный доход от автономного бизнеса. Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир возможностей и финансового успеха. Весело, поучительно и про деньги. Поэтому погнали! Бизнес на одежде. Хотя мода – высококонкурентная многомиллиардная индустрия, создание линии одежды или онлайн-бизнеса по продаже одежды стало более доступным, чем когда-либо прежде. Хотите ли вы разработать собственную линию одежды с нуля, продавать готовую одежду оптом, начать прямые поставки одежды или запустить небольшой бизнес по производству футболок по запросу? Количество доступных стартапов небывало велико. Прежде чем начать онлайн-бизнес, связанный с одеждой, вам необходимо задать себе вопросы, которые затем помогут разработать стратегию вашего бренда. Например, если ваша стратегия привлечь клиентов, то стоит подумать о том, как заставить их не только просматривать ваш сайт, но и сверить гардероб в поисках покупки у вас того, что у них нет. Подумайте, какие условия важны для вас и вашего бизнеса. Речь идет о продукте, который вы хотите предоставить рынку. Оттолкнитесь от такого факта, что каждый хочет покупать одежду, которая сидит на фигуре как влитая. Выглядит как с обложки журнала и стоит как поездка на такси до магазина. Потом следует определить, какой части из уравнения прибыли не хватает на текущем рынке. Это может быть качество, цена, дизайн, функциональность. Если вы уже оттолкнулись и поняли, тогда у вас есть то, с чего можно начать. Проведите свое маркетинговое исследование и получите представление о вашей основной клиентской базе. Найдите людей, которые не смогут устоять перед вашей рекламой и скупят все, что вы предложите, даже если им это вообще не нужно. Вам следует заранее знать, планируете ли вы создавать футболки с рисунками для тинейджеров или удобные тапочки для пожилых людей с вашим лицом на подошве, чтобы ваши клиенты шли только в правильном направлении. Также вы должны научиться тому, что делают хорошо ваши конкуренты, найти способы затмить их или предложить что-то новое. Вот вам несколько идей заработка на одежде. Займитесь разработкой свадебных нарядов на заказ для новобрачных, их родственников или друзей. Все хотят выглядеть хорошо на таком мероприятии, и неважно, в каком качестве он в нем участвует. Есть еще бизнес по изготовлению готовых свитеров по индивидуальному заказу. Создавайте аксессуары ручной работы, такие как шарфы или шапки. Такие подарки могут согреть теплом ваших покупателей в особенные даты. Продажа одежды с использованием услуг печати может принести вам прибыль при наличии такого оборудования. Помогите клиенту выделиться с помощью своих или его идей. А еще ручная роспись или вышивка халатов, пижам или даже кимоно. Такое направление может привлечь покупателей с индивидуальным нестандартным подходом. Прибыль, связанная с одеждой, занимает большую нишу в торговле. Поэтому без бизнес-моделей здесь не обойтись. Бизнес-модели. Давайте рассмотрим наиболее распространенные бизнес-модели. Вы можете создать частную торговую марку. Если вы хотите спроектировать и создать свою собственную уникальную линию одежды и изготовить ее в соответствии с вашими спецификациями, то эта бизнес-модель именно для вас. Начните с вопроса, какой будет ваша первая коллекция. Определитесь, какие ткани и в каком количестве вы будете использовать. Это нужно для того, чтобы снизить ваши расходы. Также вам обязательно нужно определиться, захотите шить каждую вещь сами или передадите работу на аутсорсинг и найдете производителей. Однако есть один минус у этой модели – ваши друзья с их дружескими скидками и бесплатными образцами. Вторая модель – это оптовая торговля на заказ. Компании, занимающиеся такой моделью, закупают готовую одежду оптом, а затем продают каждый предмет индивидуально. Тут вам нужно помнить о месте для упаковки и хранения товара. Индивидуальные линии одежды будут третьей бизнес-моделью. Сюда входит упоминавшаяся ранее одежда для праздничных мероприятий. Также создавайте индивидуальные вещи, подходящие только клиенту. Такой бизнес может включать в себя фирменные изделия, изготовленные на заказ. Рубашки с нанесенным логотипом или фартуки с вышитым сверху именем человека, например. На любой кухне в таком фартуке сразу станет известно, кто ответственен за взрыв таких вкусовых ощущений. Нет пределов по задумкам этой модели. А вот если вы хорошо разбираетесь в подборе товаров,
товаров у продавцов, тогда дропшиппинг может быть следующим вариантом для бизнеса. Это недорогое решение с низкими накладными расходами, потому что вам не нужно производить, хранить или отправлять какие-либо запасы. Вместо этого клиент размещает заказ. Сторонний продавец отправляет его непосредственно клиенту, а вы посредник, который помогает им найти друг друга, имея свой процент от сделки. Почему дропшиперы такие хорошие фокусники? Да потому что они помогают исчезнуть товара со склада, не видя и не прикасаясь к нему. Печать по запросу – это еще один вариант с низкими инвестициями, позволяющий продавать одежду. Это что-то среднее между дропшиппингом и частной торговой маркой. Эта идея хорошо подходит, если уже есть лояльная аудитория. Например, в социальных сетях. С помощью нее вы можете легко запустить продажу товаров под собственным брендом. Сейчас это называется выпускать свой мерч. Очень хорошо получается это делать у известных и популярных людей. И неважно, где вы популярны, у себя в маленьком населенном пункте или в многомиллионной социальной сети. Главное – доход, который вас устраивает. Хорошо продается одежда и аксессуары для геймеров, фанатов музыкальных групп и исполнителей, аниме и прочее. Вы можете продавать футболки или другие категории товаров с собственными уникальными фотографиями и таким образом монетизировать свое творчество с помощью интернет-магазина. Если говорить о гарантиях такого бизнеса, они безусловно есть. Гарантирую вам острые эмоции и бессонные ночи. Бизнес по доставке. Ну, с одеждой мы немного разобрались. Теперь рассмотрим другие идеи для начинающего бизнесмена. Есть одна, которая предполагает доставку товаров людям. Хорошей новостью об открытии такого бизнеса является то, что он пользуется большим спросом, а это значит, что вы получите прибыль. А если ее нет, уточните, вы точно работаете в доставке. Особенно после пандемии COVID-19 люди привыкли к тому, что им доставляют товары, которые они покупают. В некоторых случаях доставка спасла целые предприятия. В целом, повышенный интерес к доставке по сравнению с покупками в магазине, похоже, сохраняется. Например, доставка еды по-прежнему более популярна, чем до пандемии, даже несмотря на то, что рестораны вновь открылись. И если в вашем городе еще не пришли гиганты этой индустрии, у вас есть прекрасная возможность занять их нишу. Доставляйте еду из ваших местных ресторанов и кафе. Нет сомнений, что люди хотят, чтобы им доставляли товары. Поэтому вы уже преодолели первое препятствие. Когда дело доходит до создания успешного стартапа, нужно просто убедиться, что на ваши услуги есть спрос. Но как узнать, что ваш стартап на правильном пути? Когда вас перестают спрашивать, а можно у вас это сделать? И начинают говорить, у вас точно есть это, правда? Бизнес по доставке – это не только прибыльно. Если вам нравится обслуживать людей, это может быть приятной работой. Вы можете делать жизнь удобнее каждый день. Тут просто нужно выбрать, кем вы входите в этот бизнес, как партнер крупной курьерской службы или как отдельное частное лицо с большими амбициями. Возможности для бизнеса в сфере доставки. Вам ведь не обязательно работать на гиганта курьерской коммерции или на логистического провайдера, если вы хотите попасть в индустрию доставки на дом. В сфере доставки можно преуспеть как предприниматель. От транспортировки кормов для домашних животных до услуг по выполнению поручений и доставки курьерских отправлений. У вас есть несколько бизнес-идей на выбор. Вот некоторые из лучших вариантов, которые стоит изучить. Начнем, пожалуй, с основы, с доставки продуктов питания. Это одна из самых востребованных моделей доставки. Фактически, ожидается, что к 2026 году доставка продуктов питания превратится в отрасль стоимостью $96 миллиардов с ежегодными темпами роста в 9,7%. Почему бизнес по доставке продуктов питания такой успешный? Потому что не бывает голодающих мест. Ну, если это только не женский клуб, который пропагандирует диеты. Это означает, что на вас будет высокий спрос. Но вы также столкнетесь с жесткой конкуренцией со стороны. Доставка лекарств также может приносить прибыль. Она популярна среди пожилых людей. Они не могут доехать до аптеки на транспорте. Ею также часто пользуются люди после болезни или операции. Небольшие больницы могут даже использовать эту услугу для доставки крови. Это будет зависеть от вашего рынка и имеющейся клиентуры. А вот служба доставки цветов помогает скрасить дни ваших клиентов. Люди присылают цветы по всем видам особых случаев. От дней рождения до юбилеев. А это значит, что вы можете рассчитывать на
постоянный спрос. Это как магия. Всего один букет, и вдруг у красивой соседки за стеной начинает звучать романтическая музыка. Будьте готовы к большему количеству дел в особенные дни. На такие праздники приходится более 70% годового дохода всей цветочной индустрии. А есть еще люди, которые полагаются на бутилированную воду, не хотят каждую неделю таскать ее домой литрами. Службы доставки воды облегчают жизнь этим клиентам. Вы можете предлагать различные виды доставки воды, от отдельных бутылок до офисных кулеров. Это особенно важно в районах, где водопроводная вода непригодна для питья. Помните, оптимизация операций важна, если вы хотите реализовать любую из этих прибыльных бизнес-идей в области доставки. Бизнес по созданию контента. А вдруг у вас очень хорошо получается создавать и распространять контент, и это тоже может служить началом стартапа. Начало бизнеса по созданию контента может быть захватывающим и прибыльным предприятием в современную цифровую эпоху. В условиях роста онлайн-платформ и спроса на качественный контент перед начинающими предпринимателями открывается множество возможностей. Не каждый может подавать информацию в небольших порциях, чтобы получить потом мощный результат. Являетесь ли вы опытным сценаристом, фотографом, видеооператором или графическим дизайнером? Превратить свои творческие таланты в прибыльный бизнес можно всегда. Прежде всего, важно определить свою нишу и целевую аудиторию. Затем создайте бизнес-план с изложением ваших целей, рынка, структуры ценообразования и маркетинговых стратегий. Этот план послужит дорожной картой для вашего бизнеса. Создание сильного присутствия в интернете с помощью профессионального веб-сайта и активных аккаунтов в социальных сетях жизненно важно для привлечения клиентов и демонстрации вашего портфолио. Инвестиции в высококачественное оборудование и постоянное следование последним тенденциям отрасли и инструментам необходимы для предоставления первоклассного цифрового продукта. Постоянно создавая новый контент, вы создаете библиотеку удивительных изображений и ресурсов, которые определяют ваш бренд. Каждый раз, когда кто-то видит вашу статью или изображение, прививается узнаваемость имени. Этот бизнес дает множество преимуществ как в личном, так и в профессиональном плане. Создание медиапродукта позволяет вам раскрыть свой творческий потенциал и выразить себя. Это платформа для демонстрации ваших уникальных талантов и перспектив. У вас, как у создателя ресурса, есть возможность сделать личный бренд и продемонстрировать свой опыт в определенной нише. Вы можете создавать продукт по своему собственному графику и иметь свободу работать из любого места, что может обеспечить лучший баланс между работой и личной жизнью. Налаживание отношений в вашей отрасли может привести к захватывающим партнерским отношениям, возможностям роста и обмену знаниями. Автономный бизнес. Движемся дальше, и теперь рассказ пойдет об автономном бизнесе. Оказывается, что можно один раз вложиться материально, а потом просто получать дивиденды. Это возникает, когда вы, например, приобретаете франшизу и получаете доход от ее работы без необходимости активного участия в управлении. Торговые автоматы ни в коем случае не являются новой бизнес-идеей. В конце концов, они практически повсюду. Но тем из вас, кто хочет начать свой собственный бизнес, вендинговая индустрия может понравиться. Индустрия торговых автоматов является привлекательным вариантом как для начинающих, так и для опытных предпринимателей. Помимо удивительной прибыльности, ведение бизнеса по продаже из торговых автоматов довольно универсально. Это может быть отличным развлечением на выходных, недорогим стартапом или новым интересным способом расширить свое профессиональное портфолио. Готовы сколотить состояние на закусках и напитках, которые можно взять с собой? Бутерброды, кофе и сэндвичи знают, как захватить сердца ваших клиентов. Франшиза самообслуживания предоставляет бизнес-модель, позволяющую клиентам получать услуги или товары без прямого взаимодействия с сотрудниками. Например, это также может быть франшиза банкомата или самообслуживаемого прачечного бизнеса. Для создания этого дохода вам необходима покупка франшизы. Надо изучить рынок и выбрать привлекательное предложение. Далее приобретите права на использование фирменного бренда, бизнес-модели и поддержите франшизодателя. Потом находим место размещения. Определите стандартные требования франшизы к местоположению и найдите точку для своего предложения. Бизнес должен быть доступен для потенциальных клиентов и находиться в удобном месте. Следующим шагом установите и поддерживайте необходимую самообслуживающую систему в соответствии с требованиями франшизы. Не забываем заниматься продвижением и маркетингом. Продвижение вашей франшизы самообслуживания может привлечь потенциальных клиентов и гарантировать
гарантировать стабильное использование услуги или продажи товаров через вашу систему. Постоянно отслеживайте производительность и результаты вашего бизнеса и вносите необходимые изменения и улучшения в соответствии с рынком и потребностями клиентов. Хотя франшиза самообслуживания имеет потенциал для дохода, необходимо учесть также и риски, и проблемы, связанные с этим бизнесом. Поэтому перед инвестированием во франшизу самообслуживания важно провести тщательное исследование и оценку рынка, чтобы обеспечить успех и стабильность дохода. Идеи для открытия бизнеса в основном основаны на ваших интересах, способностях и финансовых возможностях. Важно выбрать то, что вам нравится и во что вы готовы вложить ресурсы и усилия. Старайтесь быть реалистичными и оценить потенциальные доходы и риски. Спасибо большое за просмотр. Я обещаю продолжить эту тему, если вы напишите много комментариев. До встречи в следующих выпусках и пока-пока.